Всем привет! Сегодня мы всей семьей, я, муж и дети, отправились в одно из самых живописных мест недалеко от Токио, в городок Нагаторо. От Токио ехать и на машине, и на поезде где-то одинаково 2,5 часа. Вот колокол пробил уже 12 часов дня, и мы на это время заказали ресторан. Заказали ресторан Такара, потому что в выходные здесь тоже бывает много народу. И мы попробовали легендарную свинину на углях, бутами судон и огромные отбивные вараджи кацу. Вот мы подходим к ресторану. Мясо маринуется в местном мисо и пахнет костром. И это невероятно вкусно. Я вообще не очень люблю свинину в кляре, но это потому что бывает жирная свинина. Но эта свинина, она постная, мягенькая, феноменально вкусная. Я никогда не ела такой свинины в кляре. Очень мне понравилось. Хочу опять съездить в Нагаторо и именно попробовать эту свинину. Очень было вкусно. И свинина обжаренная тоже вкусная, но мне понравилась в кляре, потому что она была вообще без жира, мягенькая. Вот мы покушали и идем покорять эти места. Мы направляемся к местным скалам, и там еще можно прокатиться на лодочках. А вот станция Нагаторо. Это если вы на поезде приезжаете. И здесь вот разные местные магазинчики сувениров, известные сэмбей печенье. Вот. Здесь и много разных ресторанчиков и кафе. В общем, очень спокойное, красивое местечко. От станции до реки и до скал идти минут 5. И вот мы уже подошли. Мы планировали прокатиться на лодках, но из-за сильного ветра реку закрыли. Но мы не расстроились. Мы пошли гулять по знаменитым скалам и вадатами. Эти плоские камни напоминают татами, расположенные самой природой. Здесь чувствуется такая мощь земли и времени, идеальное место, чтобы просто подышать. И мужу здесь очень понравилось. Он хотел здесь вообще посидеть целый день. Но мы потом пошли в храм. Здесь так спокойно. Вообще даже не скажешь, что в Японии и так близко от мегаполиса могут быть такие тихие, красивые, спокойные места. Хорошо, что нас погода еще не подвела. Это 28 февраля, но было тепло, где-то плюс 18-20 градусов. Мы очень хорошо погуляли, и вот мы после скал направляемся в сторону храма. И заодно рассматриваем эти прекрасные магазинчики сувениров.
Вот так лежал наш путь к древнему храму Ходо-сан. Дорога к нему очень спокойная и величественная. Вот мы зашли в сам храм, немножко посмотрели его внутри, а потом стали прогуливаться по его территории снаружи. Когда идешь по дороге к храму, среди этих исполинов, сосен, невольно замедляешь шаг. Воздух здесь пропитан ароматом хвои и какой-то древней чистотой. Высокие сосны создают ощущение защищенности, будто сам лес обнимает тебя. Это идеальное место для того, чтобы просто быть здесь и сейчас, в кругу своей семьи. Это место овеяно легендами. Говорят, что сам храм был основан почти 2000 лет назад, когда мистические белые волки спасли принца от лесного пожара на этой горе. С тех пор Ходо-сан, так называется храм, считается сильнейшим местом-оберегом. Сюда приходят просить защиты от бед и пожаров, а еще за исполнением самых заветных желаний. Здесь, правда, чувствуешь себя под надежным крылом истории. Как только переступаешь порог этого храма, городская суета исчезает. Здесь все пропитано спокойствием. От запаха ладана до звука хлопка в ладоши во время молитвы. Мы пришли сюда всей семьей, чтобы просто постоять в тишине и поблагодарить за этот день. Это место словно смывает все лишнее, оставляя только светлые мысли. Вот здесь можно купить предсказания. По-японски называется умикучи. Платишь деньги и вытягиваешь свое предсказание. Храм Ходо-сан – это настоящий шедевр. Обратите внимание на эти яркие, детальные узоры и резьбу. В отличие от многих строгих японских храмов, здесь отделка поражает своими красками. Кажется, что каждая фигурка на стенах живая и рассказывает свою историю. В Японии верят, что такая красота радует богов и привлекает в жизнь удачу и процветание. Прежде чем подойти к божеству, мы совершаем старинный обряд очищения водой. Это все японцы так делают. Это помогает настроиться на нужный лад и войти в храм с чистым сердцем. Оставив позади тишину храма, мы направляемся выше к самым облакам.
Дорога к фуникулеру Хадасан начинается сразу за храмовым комплексом. И вот мы идем по этой дороге. Знаете, в этом есть какая-то своя магия. Сначала ты просишь благословения внизу, у древних стен, а затем поднимаешься к небу, чтобы увидеть этот мир с высоты птичьего полета. Мой сын и моя дочка в предвкушении, ведь впереди нас ждет гора и новое открытие. Посмотрите на эти желтые цветы. Японцы называют их рубай, восковая слива. Их лепестки кажутся полупрозрачными, словно они вырезаны из нежного желтого воска или тончайшего стекла. Они цветут вопреки холодам, напоминая нам, что весна уже совсем рядом. На территории есть вот кафе с красивым видом, но оно закрывается очень рано, в 15:30. Здесь вот тоже можно увидеть сад восковой сливы. Ее аромат невозможно спутать ни с чем. Он заполняет все пространство вокруг, смешиваясь с чистым горным воздухом. Для меня этот запах — настоящий подарок после долгой зимы. Этот запах чистоты, свежести и меда. Он не резкий, но такой глубокий, что хочется закрыть глаза и просто вдыхать его, стоя на вершине горы. Кажется, именно так пахнет надежда. Взгляните на эти вершины. В Японии горы издавна считались домом для богов. Глядя на этот пейзаж, я кожей чувствую мощную энергию этой земли. Кажется, что горы не просто рельеф, а живые свидетели истории, которые заставляют нас, маленьких людей, вспомнить о чем-то по-настоящему важном и вечном. Там внизу кипит жизнь, бегают поезда и спешат люди. А здесь, на высоте почти 500 метров, все словно замирает. Горы Нагатора укрывают долину, как теплым одеялом, защищая этот уютный уголок от суеты большого мира. Это идеальное место, чтобы заземлиться и просто почувствовать себя частью природы. На самой вершине горы нас ждал сюрприз — очаровательный маленький зоопарк. Это необычный зоопарк, здесь все очень по-домашнему. Моя дочка Юнона была в полном восторге. Мы могли покормить лам, оленей и наблюдать за забавными японскими макаками. Видеть искреннюю радость в глазах ребенка среди такой красоты
Это, пожалуй, самый лучший момент нашего путешествия. Японцы очень бережно относятся к природе, и этот парк — отличное тому подтверждение. Животные здесь чувствуют себя как дома, на свежем горном воздухе, в окружении вековых деревьев. Если вы путешествуете с детьми, это место обязательно к посещению. Море положительных эмоций гарантировано.ゆうことゆうこ行こう。猿園はこちら。めっちゃいるよ、あそこ。ほら。А вот и главные герои Ходо-сан, японские макаки. Посмотрите, какие они деловитые. У каждой обезьянки свой характер. Кто-то вовсю выпрашивает угощение, а кто-то философским видом наблюдает за туристами. Наблюдать за их общением с друг другом — это идеальный вид удовольствия. Они напоминают нам нас самих, только в миниатюре и чуть более искренних в своих эмоциях. Мы находимся здесь, на самой вершине, прогуливаемся и просто смотрим вдаль. Вокруг пахнет восковой сливой, внизу раскинулась долина Чичибу, а рядом мои самые близкие люди. После долгого пути, после всех приключений, этот момент созерцания самый ценный. Иногда нужно просто остановиться, чтобы почувствовать жизнь во всей ее красоте. Наше время на вершине подошло к концу, и вот мы вернулись на станцию фуникулера. А вот и она, японская слива уме. Она распускается, когда в горах еще гуляет холодный ветер, напоминая нам о силе и терпении жизни. Посмотрите на эти идеальные лепестки. В Японии сливу ценят за ее тонкое благородство. Она не кричит о себе, она тихо и нежно возвещает о приходе весны. Спускаться всегда немного грустно, но впереди нас ждет уютный путь домой. С высоты станция Нагатора кажется совсем крошечной. Мы обсуждаем увиденное, Юнона вспоминает макак, Юлиан, мой сын, вкусный обед, а я все еще чувствую аромат восковой сливы. Канатная дорога плавно возвращает нас на землю, но это чувство полета и свободы останется с нами еще долго. Спустившись с гор, наш путь теперь ведет домой, где нас уже очень ждет наша собачка Мона. Здесь на обратном пути дети делятся впечатлениями. Мы обсуждаем, какое мясо в Такаре было вкуснее, мисо или кацу. Такие простые прогулки за руку по тихим японским улицам — это и есть то самое счастье, которое я стараюсь сохранить в памяти и в своих видео.
Посмотрите, здесь есть прокат электровелосипедов. Для Японии это привычный транспорт, но для многих туристов это настоящее открытие. На таком железном коне можно с ветерком докатиться и до храма, и до дальних смотровых площадок. Ну вот и все, друзья. Мы на станции Нагаторо, на перроне. Надеюсь, вы прочувствовали атмосферу этого места вместе с нами. Спасибо, что досмотрели до конца. Я ставлю влоги про Японию, про мою жизнь здесь каждую неделю. Кому интересно, подписывайтесь. До новых встреч. Всего доброго вам.